человеком, я продолжаю быть успешным человеком. Сейчас, минуту. Конечно, Мне конечно. тут получается. Планирую познакомиться с Илон Маском. Я рассчитывал на наркотики в Америке. Что какая же это тюрьма, когда можно над охранниками смеяться, угорать, прикалываться. В Америке, так без разницы, татарин ты или динозавр. Жиробасов я пока не встречал. Много новых людей приехало в США последние 4 месяца, когда началась мобилизация, все вот эти движения. И хотели записать интервью небольшое с одним человечком. Виделись с ним в Екатеринбурге. Вот он здесь уже живет какое-то время. Алло, человек. Да. О, Марат, ты здесь. О, Не привет. разбудил? Не, нормально, я тут. Есть пара минут на интервью. Ты кушал сейчас? Да. Ну, давай, подождем тогда, ты доедай. И пусть... Не, ну я вам с удовольствием уделю время. Сразу? Да, вы мне приплатите хотя бы? Приплатим. Хорошо, я согласен. Давайте. Жду вас здесь. Воняет капец от него. Добрый день, друзья. Сегодня у меня в гостях человек неловкой судьбы. Он пересек 7 границ, 4 континента. И все для того, чтобы попасть к дяде Вике в Америку. Он даже отсидел в тюрьме в американской. И, говорят, продал душу дьяволу. Итак, Марат, добрый день. Здравствуйте. Говорят, что ты получил 3 высших образования, был успешным ресторатором у себя в России. Но что случилось, когда ты понял, что Россия больше не нуждается в тебе? В Да. какой момент ты решил? Но в какой момент ты решил? Да, Ну, валить. на самом деле, да, я был очень успешным человеком. Хотя, в принципе, я бы не сказал, что был успешным человеком. Я продолжаю быть успешным человеком. То есть я добился того, что я смог сделать и оказаться здесь, чего не могут сделать остальные. Вот. А в какой момент я решил? В очень сложный момент для меня и для моей страны я решил сделать этот шаг. Ну, что послужило толчком? Я испугался. Ты Я испугался, что я стану неуспешным в России. Поэтому свою успешность я решил продолжать. И решился на этот дивный шаг. Я так понимаю, что ты пересек границу с Мексикой, чтобы попасть сюда, как и тысячи, и сотни тысяч, наверное, да, наших сограждан. Скажи, сколько нужно денег, чтобы попасть сейчас на начало 23-го года в Америку? На начало 23-го года достаточно будет 200 тысяч рублей, если перевести. 200 тысяч рублей. Да. В долларах даже не знаю сколько. В долларах мы не будем, зачем? Мы здесь в рублях ведем расчеты, нам не надо. 200 тысяч рублей. Ты выбрал очень сложный маршрут, насколько я знаю, ты был и в Казахстане, и в Кыргызстане, и где-то в Арабские Эмираты, да, еще были, Турция. В Дохе, в Катаре Бразилия. был, да, в Бразилии. Почему такой маршрут? Ты любишь путешествовать или как так? Ну, так сложилось, что я с великим путешественником ехал этот путь, продолжал. Вот. Ну и я себя продолжаю. Спасибо большое. Вот. Я себя считаю, сейчас минуту. Конечно, Мне конечно. тут получается и тут быть успешным. Я себя продолжаю считать до сих пор успешным. Поэтому сложный путь, который проделал я, это мое достижение. Вот. То есть не каждый может так сделать. Это вот сейчас финальная точка у вас? Или еще куда-то дальше? Может быть, я чего-то и большего добьюсь. Я планирую познакомиться с Илон Маском, возможно, отправиться на Марс. Так что, может быть... Здесь все карты в руки. Страна возможностей. Но все-таки, почему США, а не Киргизия? Почему США, а не Киргизия? Да. Хороший вопрос. Этим вопросом я задаюсь до сих пор. Не буду врать, все еще задаюсь. Иногда порываюсь в Кыргызстан. Но мои друзья, мое общество, мое окружение говорят: Марат, давай добивайся в Америке, там у тебя больше шансов. И я в очередной раз поверил своим друзьям. Поэтому не буду сравнивать Кыргызстан или Америку. Может быть, и в Кыргызстане я добился бы больших высот, потому что я считаю, что и в Кыргызстане можно познакомиться с Илоном Маском и, в принципе, улететь на Марс. Ну, он там бывает, да. Да. Марс там ближе, говорят. Да? С гор видно почти. Оттуда быстрее ракету запустить.
Давай немножко про конкретно переход. Многие боятся, очкуют, как перейти. Как ты перешел? Пытался пройти там по пешеходному вот этому мостику, да, где там все проходят, говорят, улыбаются и вперед. Или все-таки или в машину попал, и как ты зашел? О, это тоже имеет место быть. Да, я пытался пройти на Сан-Сидро пешеходным путем. Я наслышан о том, что люди покупают машины, проезжают. Но, наверное, я не ищу легких путей. А если быть откровенным, то 200 тысяч рублей бы не хватило на покупку машины и проезд на машине. Я не имел какой-то компании. Я не имею семьи и детей, чтобы качественно проехать границу и быть легализованным. Вот. На Сан-Исидро пешком я проходил, но меня не пустили. Сказали, где твой документ? Я сказал, типа, у меня нет документа. Они сказали, иди отсюда. Вот. И чтобы не терять время, я рискнул пройти по горам. Или по горам, не знаю, как правильно. Перелез. Перелез через забор, да? Да, перелез через забор, буквально в смысле пустыни. Взял и перелез. И что случилось на той стороне? На той стороне меня встретил прекрасный офицер, похожий, кстати, на Брюса Уиллиса, как в буквальном, так и в моральном смысле. То есть, как он вел, так скажем, мой допрос, арест. Мне очень понравилось. Я был крайне... Подожди. Что-то спрятало, да. Да. Еще раз давай переход запишем. Давай. Про Брюса Уиллиса. Хорошо. Так, вы пересекли вот это место границы, и что случилось дальше? Как вас приняли, как встретила Америка вас? Меня приняли очень прекрасно, как я считаю. Кинематографически, я бы сказал. Офицер был похож как в буквальном, так и в переносном смысле на Брюса Уиллиса. Отношение было просто великолепное. Вот так бы были бы российские полицейские, которые вежливо задерживают, опрашивают и делают осмотр. Положили лицом там в грязь, пинали? Нет, я ждал, что обзывались? Нет, не обзывались, ничего такого плохого не было. Просто попросил сложить свои вещи, несколько сделать шагов в сторону, осмотрел их все. Не пытались подкинуть наркотики? Там, нет. Вещи? Я рассчитывал на наркотики в Америке, но наркотиков мне не дали. Дали только мой ингалятор мне. Вот, я попросил воды мне дали. Посмотрели, причем достаточно плохо, мою сумку, положили ее в багажник и с музыкой отвезли, с музыкой и американским радио отвезли в так называемый участок полицейский, бордер, здесь называется. Вот. Там тоже отношение было великолепное. Великолепность в нем и amazing в нем состоит в том, что никто даже на тебя косо не смотрит, не говоря о том, что может ткнуть, толкнуть или что-то высказать. То есть большинство полицейских даже не позволяет себе посмотреть в твою сторону как-то грубо. Ну это ладно, уже опять грустные какие-то вещи пошли, сейчас я расплачусь. Отвезли в бордер, и что потом? Выпустили, посмотрели? Или как? Сказали удачи? Нет, к сожалению, ситуация печальная в этой стране. Печальная она, потому что много мигрантов сюда бежит с разных стран, и страна не справляется с этим потоком. И поэтому я попал в так называемые и непонятные для многих учреждения. Это бордер, это detention. Вот, это такие миграционные тюрьмы, в которых все равно определенные условия и определенный срок пребывания. Но это вина действительно многих мигрантов и многих стран, которые создали вот этот поток для страны Америки. И, конечно, эти испытания, к сожалению, мне пришлось пройти, которые я бы не пожелал никому. Сколько ты в итоге отсидел? Я отсидел, что для меня символично и для многих, наверное, верующих людей, 40 дней. Я отсидел полных 40 дней. Причем 12 дней из них были достаточно ужасными. Для меня, может быть, для кого-то они были прекрасными. Люди, которые сидели в русских тюрьмах, они говорили, вот это удовольствие. Что какая же это тюрьма, когда можно над охранниками смеяться, угорать, прикалываться, что-то от них требовать, а они не имеют права даже... Но они отвечали, мы не имеем права отвечать на ваш вопрос или обсуждать это. То есть максимально
на «вы» они общались с каждым заключенным. Страшно было? О, страшно нет. Те, кто Ни меня разу, да? знают, не, страшно не было ни разу. Те, кто меня знают, мои друзья, мои знакомые, эмоционально мне было тяжело, грустно, печально. Там, я грустил, плакал. То есть вот эти вещи во мне присутствовали. Мне не было страшно. Страха как такового не было. Как выпустили тебя? Почему? Что сказать? А что сказали? Есть Ты определенные... сдал какие-то гостайны, сдал ментов, там, негодяев, подлецов, списки выдали, сказали, все нормально, проходи. Да, есть определенная процедура, в которой я рассказываю, как мне было ужасно жить, и я это рассказал, и мне на начальном этапе поверили и выпустили вот в этот свет в Америку, где я всего добьюсь. Быть может, ну, не быть может, то есть через какое-то время это будет проверять, если это окажется правдой, я всего здесь добьюсь, в чем я очень сильно уверен. А быть может, мне напинают и выдворят отсюда навсегда. Тогда я отправлюсь в другие страны и в другие путешествия. Как, как встретила тебя самая свободная страна, страна возможностей? Как встретила? Вот когда ты вышел уже, вздохнул воздухом свободы, ощутил равноправие. Очень доброжелательно. Я удивился, что где бы я ни был, там, в аэропорту, на улице, люди очень доброжелательны. Даже пару раз ко мне подходили люди в аэропорту и спрашивали, ввиду моей грустности, они спрашивали, у вас все хорошо? Может быть, вам что-то купить, поесть, может быть, вам что-то купить, там, билет, что-то, в чем-то нуждаетесь. Я удивлялся, что чуть-чуть не спрашивают. То есть я говорю, ну вот да, я уставший, грустный, но так у меня все хорошо. Но не буду отрицать, что здесь есть свои проблемы в этой стране, но их можно понять, находясь здесь. А так люди доброжелательные, и все прекрасно здесь. Жиробасов много в Америке? Вот прям таких жирных, которые, как нам всегда говорят, что это все жирные, вся Америка жирная. Нет, Видел? жиробасов я пока не встречал. Вот еще до сих пор ни одного не встретил. А почему, как ты думаешь? Почему, как я думаю? Ну, я думаю, Может, многие... из-за санкций, у них просто еды не хватает, они здесь умирают с голоду. Интересный вопрос. Не знаю. Еды тут хватает столько, что то есть себе набирать бесплатно. То есть я 10-ю часть этого дома за деньги не мог позволить. Я думаю, некоторые проблемы раздуты и преувеличены. Даже вот я прекрасно живу. Только приехавший. А где, кстати, вы живете сейчас? Вот Здесь и живете, Гаусе. это постоянно у вас регистрация, да? Там? Да, но это только стартовая моя площадка. Уже завтра Для или старта послезавтра. Это неплохо. Это неплохо. Это Уже завтра нормально. или послезавтра вы будете посещать мой пентхаус. Как к тебе отношение к русским здесь? Когда люди узнают, что ты из России, что-то кидают, плюют в лицо. Нет, большинство, если брать американцев, вообще ничего про Россию не знают, наоборот интересуются, спрашивают там вау, то есть какие-то вопросы задают. Доброжелательно максимально, то есть ничего не про Россию не знают. Ну и про такого успешного человека тем более. Вопросы какие-то задают, почему здесь, как оказалось так. Нет, даже как-то, то есть максимально вежливо, но я думаю, это уровень культуры. Никто не спрашивает, то есть женат я, не женат, есть дети или почему, богат я или нет. Да, Есть они такие- сами все приехали сюда А на возможно, каком-то этапе, поэтому ничем от тебя не отличается, только там сроком давности. возможно. Какого-то первого, когда второго поколения. Поэтому так. Скажи, вот мы с тобой тест небольшой сделали между перерывами. Проверили твой словарный запас. Знаешь ты немного, несмотря на твои 3 высших образования. Нужно ли знать язык, чтобы сюда попасть? Чтобы себя комфортно чувствовать здесь? Английский, не про русский сейчас. Я понял. Я лично испытываю дискомфорт. Я хотел бы больше учиться, но это, наверное, там, 4-е образование получить язык. А если объективно, то язык не нужен. То есть человек здесь и без языка выживет, даже если он будет просто кричать. Выживет или станет успешным и с Илоном Маском под ручку пойдет на Марсе? Сложный вопрос. Всех разных, Не да? знаю, не знаю. Кто-то уверен, что получится, даже если он будет глухонемой, получится добиться. Я не знаю. Это для меня большая-большая тайна. И подтянуть язык есть возможность? Подтянуть есть возможность. Я хожу в школу, мне выдали все канцелярские принадлежности, букварь дали Колпак. английский.
колпак, да. Театр, Кормит. 5 сольдов. Да, 5 сольдов кормят меня. Парень, кстати, еще пока не продал, не обменял его на 5 своих сольдов. Кормят, поют, все предоставляют, учись, работай, если хочешь. Если не хочешь, это, развлекайся. При этом тоже будут кормить, поить и плюшные эти вещи давать. Что-то скажи, удивило тебя? Вот ты, например, ожидал одно, и у тебя здесь оказалось все не так. Или наоборот, чего ты не ожидал, а здесь это есть. Нет, Все как ты представлял, как в кино. как в кино, да. Вот на самом деле как в кино. Все. И это печально мне. Печально. Печально, потому что Ты грустные фильмы смотрел про Америку. нет. Я по той простой причине, что все как в кино. Если об этом рассказывать людям, если это показывать, то они скажут, как ты предатель, ты продался за вот эту американскую мечту, за кисельные берега, за молочные реки. То есть, не знаю, мне стыдно брать и рассказывать, что здесь все хорошо. Почему? А почему стыдно тебе? Потому что меня будут называть предателем и говорить, что я все вру и сочиняю. Это мне очень приносит большой дискомфорт. Ну ты не сочиняй, говори как есть. Тогда они все равно они не будут верить. Поверят? Они не поверят, если они скажут, Ну как что все у меня человек плохо. живет на помойке и говорит, что все у него хорошо. Ну как мне поверить? Как? Я еще вам сделаю обзор на эту помойку. Вы еще увидите, что эта помойка лучше многих ваших квартир и домов. Евродушек. Евродушек, да. Вы еще не видели, какая это помойка. Евродушка. Сложности в адаптации есть у тебя? Испытываешь что-то? Сложности в адаптации нет, не испытывал. Единственная сложность то, что пока прохладно здесь в стране. Вот, поэтому многие в домиках сидят. Вот, а я люблю гулять, как и типичный россиянин. И мало с кем общаюсь. Поэтому есть сложность. Надеюсь, летом это Ну, все исправится. хорошая шутка, я смотрю, сутенерская такая. Да, сутенерскую шутку мне выдали. Вот. Американцы уважают меня за это. Классно. Пока еще, правда, травы не предлагали никакой. Кстати, про подброс травы. Если полицейский подкинул тебе здесь травы, то это не преступление, это благотворительная помощь. Да, В Калифорнии трава законна. Он просто видел, что ты грустный и может угостить коробочком. Коробочком травы, да. В центре города Просто не грусти. не грусти, держи. Держись, Какой- друг, это тебе не дрожь, с бандой. Планы твои на будущее. Мои планы Через год. Через год. Там, да. Что ты хочешь? Я хочу добиться успеха, вернуться в Россию и изменить ее к лучшему. Своим примером показать, что все возможно, все доступно. Доступное жилье, Доступно программу жилье, сделаем. доступный язык, Доступный доступное матрас. питание. Все доступно, если вы захотите этого. Вы все сможете. Это хороший план. Да. Может, в выборах даже поучаствуешь, да, где-то? Да, мои друзья советуют мне... От Единой России баллотироваться. Нет, мои друзья советуют мне продержаться здесь подольше и сменить Байдена своей Ты мог персоной. сменить пол. Да. Сменить пол, пока я не А почему Марат все-таки незваный гость хуже татарина? званый татарин. Ну, понятия не имею. Этот вопрос я... Это не к вам. Это не ко мне. Но это будет грустно, я сейчас отвечу. Скучно. Национальный вопрос, он действительно присутствует в России. Я даже был в детеншене, где, ну вот в этой миграционной тюрьме, где было много малонациональных народов из России, для которых этот вопрос и является приоритетным. В Америке, так без разницы, татарин ты или динозавр, или там лягушка, как бы, вообще этот вопрос не стоит никаким. Поэтому То есть это в России, да? в России, да, он стоит, то есть вот кто человек откуда, из Чечни, из Калмыкии, из России, при этом в другом регионе он может быть притесняем, хотя он россиянин такой же. А здесь этот вопрос не стоит, как никогда, допустим, у меня он в душе или в сердце никогда не было этого вопроса, а здесь он присутствует. Как говорят, Как да. в России Ты кто присутствует. такой? Да я дагестанец. Вот и вали в свою страну, Да, да? вали свою страну, то есть, да. Ладно. Финальный вопрос тогда. Почему? Финальный. Финальный. Уже холодно, у меня уже спина замерзла. Я думал, подольше вы У будете тебя со мной. плохое обогревность. Да. Если бы представилась возможность задать всего один вопрос, что бы ты спросил
у Филиппа Киркорова? Филиппа Киркорова? Хороший вопрос. Надеюсь, Филипп Киркоров это не Филипп Киркоров. О, У короля. я понял. Какой бы вопрос я ему задал. А я теряюсь в той мысли, какой бы вопрос я ему мог задать. Если вы проводите ассоциацию про короля, ну, я считаю, что нет смысла задавать ему такой вопрос. Нет смысла, потому что мы в разных плоскостях с ним находимся. Ну, мои друзья, мои родственники знают, что этот вопрос я хотел бы задать Богу, за что он допустил Филиппа Киркорова в этом свете. У меня более такие глубинные вопросы. К самому Филиппу Киркорову я не хотел бы задавать вопросы. А к Богу или создателю, или архитектору матрицы я хотел бы задать, за что он нас наградил Филиппом Киркоровым. Ну, испытатели, архитектор не дает нам тех заданий, которые невозможно. Возможно. Но мне очень-очень тяжело. Я устал очень сильно. Я держусь из последних сил. Хорошо. Спасибо большое, Марат. Спасибо вам. Знаю, вам тяжело здесь без денег. Поэтому вот вам конфеты. Спасибо. Если вам понравился наш сегодняшний гость, пишите заявки, присылайте, с кем бы вам еще хотелось послушать интервью. Еще таких успешных людей у нас много здесь. Вся Калифорния в таких успешных людях. Всем привет, удачи. Спасибо большое вам. Вот такое интервью, друзья, вот такой интересный гость сегодня был. У нас на очереди еще Джей Зи, Тупак, Мартин Лютер Кинг, Билл Клинтон хотел очень, Обама. В общем, пишите, присылайте. Кого, только одного. Время у нас ограничено. Кто знает, что будет завтра, может завтра меня здесь не будет в этой замечательной стране уже. Давайте, всем привет.